Перехвачено 1,7 тонны кокаина из Венесуэлы. Третье задержание на ОКО. Погиб сторонник Резы Пехлеви. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 15 ноября, 14:30. 3 ноября издание «Публику» по материалу новостного агентства ЛУСа сообщило, что судебная полиция и ВМС Португалии перехватили полупогружной аппарат с 1,7 тонны кокаина. Задержаны 4 члена экипажа, прибывших из Венесуэлы. 12 ноября в интервью на канале ДВ Ньюс один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, отвечая на сомнения по поводу того, кто возьмет власть после смены режима наркокартеля Мадуро, напомнил, что у Венесуэлы есть законно избранный президент Эдмундо Гонсалес, который набрал 70% голосов. А если бы в голосовании смогли принять участие уехавшие из страны граждане, то мог бы набрать и 90%. 8 ноября телеканал «Дождь» со ссылкой на вечерние ведомости рассказал, что прекращено дело в отношении участника войны в Украине Михаила Слободяна, который пьяным сбил насмерть 2 школьниц в прошлом году. 13 ноября правозащитники СК СОС рассказали, что сбежавшую из Чечни из-за угроз Алию Аздамирову обманом или насильно вывезли из Грузии обратно 9 ноября, а уже через 3 дня состоялись ее похороны. Общаясь с правозащитниками, Алия рассказывала, что ее братья избивали ее из-за того, что ее партнеры по бизнесу задолжали деньги инвесторам и обвинили ее в краже. 6 ноября издание «Новая газета Европа» рассказало, что в Свердловской области суд начал рассматривать административное дело против местного жителя. Это первое дело по статье о поиске заведомо экстремистских материалов и получении доступа к ним. 10 ноября вещательная компания Deutsche Welle рассказала, что певицу Наоко в 3-й раз задержали, снова на выходе из спецприемника. За день до этого снова задержали ее жениха, гитариста группы Stop Time. В прошлом выпуске мы рассказывали, как вы можете поддержать уличных музыкантов. Знаю несколько человек, кто уже разучивает песню «Монеточки, ты солдат». Присоединяйтесь. 8 ноября издание The Guardian рассказало о смерти иранского студента и боксера-любителя Амида Сарлака. Через несколько часов после публикации в Инстаграме видео, как он сжигает фотографию Али Хаминеи. Это считается серьезным преступлением, но люди в Иране публично сжигают его фотографии в знак протеста. Незадолго до своей смерти он написал иранскому борцу Ибрахиму Эшаги, что его жизни угрожает опасность, и что если с ним что-то случится, мы должны стать его голосом. Наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви в своем Инстаграме сказал: «Амид Сарлак был героем. Он противостоял угнетению Исламской республикой и пожертвовал своей жизнью ради свободы Ирана. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад». Алло, алло, я не слышу, меня слышно? Я не слышу, меня слышно? 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 Бля, нихуя не слышно.